Итак, мы предлагаем стратегию искусственного онкоиммунного протезирования в иммунотерапии рака и других злокачественных опухолей. Это наш взгляд на проблему, это наша методология, это наш подход к решению данной проблемы. Я попытаюсь объяснить еще раз то, что говорил заранее. Итак, перед нами классическая схема иммунной системы человека. С одной стороны мы видим клетки иммунной системы, с другой мы видим, собственно, клетки опухолевой стволовой клетки. НК-клетки не работают. Т-клетки не работают. Дендритные и макрофагальные клетки не работают. Стволовые клетки практически тоже не работают. То есть при любых благоприятных условиях опухолевая стволовая клетка даст блестящий рост и будет рецидив заболевания. Что делать? Я бы привел здесь аналогию. Я понимаю, что аналогия не очень научный термин, но тем не менее. Если собственные иммунокомпетентные клетки, которые инфильтрируют опухоль, но не видят и не слышат опухолевые клетки как патологические, то их стимуляция она будет аналогична попытке применения мегафона для донесения информации до глухого человека. И здесь приходит очень простая аналогия. А может быть, надо купить ему слуховой протез и говорить с ним обычным голосом? И вся ситуация может быть разрешена? Именно на этом и построен, собственно, наш методологический принцип решения проблемы. Что решение проблемы – это биомедицинская технология создания искусственного противоопухолевого иммунного протеза. То есть мы не будем трогать и разрушать иммунную систему, как это делается, например, при трансплантации костного мозга. Когда уничтожают всю иммунную систему, высокодозной химиотерапии, делается трансплантация донорского или близкородственного лейкоконцентрата, стволовая клетка приживается и дает новый. Нет, мы не трогаем иммунную систему. Мы берем чужие НК-клетки, мы берем чужие Т-клетки, мы берем чужие стволовые клетки. И эти клетки мы хотим использовать для лечения пациента. Но мы их не просто так берем, мы их подбираем, чтобы они были высокоэффективны для лечения опухоли конкретного человека. Плюс к этому мы говорим, мы можем использовать дендритные и макрофагальные клетки у человека, если мы их немножко модифицируем, но не путем генной инженерии, а путем химической индукции. И мы можем взять стволовые клетки человека и из его собственных стволовых клеток путем химической индукции, химической модификации сделать препарат, который будет повреждать опухолевую стволовую клетку. Таким образом, у нас есть 5 препаратов, которые мы должны применить у данного человека, чтобы мы смогли модифицировать ему иммунную систему, которая будет присутствовать вместе с его иммунной системой. То есть мы создаем стратегию создания и применения искусственного онкоиммунного протеза путем использования аллогенных, нативных, естественных НК-клеток другого человека, здорового донора, Т-лимфоцитов здорового донора, а также собственных гемопоэтических стволовых клеток и дендритно-макрофагальных клеток, которые получили не генетическую модификацию, а модификацию путем химической индукции. То есть мы меняем транскриптомный профиль этих клеток. Другими словами, мы модифицируем функцию этих клеток, не изменяя и не ломая генетической структуры этих клеток. То есть они снова в нормальных условиях станут нормальными клетками. Это принципиальная разница. Можно ли применить НК-клетки? Да, весь мир применяет НК-клетки сегодня и активно. Вот здесь я представляю международные исследовательские группы, которые применяют аллогенные натуральные киллерные клетки для иммунотерапии различных образований. Впервые об этом задумались ученые Российского онкологического научного центра под руководством академика Трапезникова. И в самую эпоху перестройки они стали применять аллогенные чужеродные стволовые клетки для трансплантации костного мозга. 56% этих больных выжило. У 46% из них не было рецидива. К сожалению, академик Трапезников умер,
и группа его, в общем-то, не смогла, и никто не поддержал эту работу. Сегодня весь мир идет, повторяя его работу. Но идут они более правильным, более молекулярно нацеленным, научно обоснованным методом. То есть типируются между собой донор и реципиент, подбираются, как правило, близкородственные доноры, и по молекулярному соответствию КИР-рецепторов НК-клеток и комплекса гистосовместимости подбирается пара донор-реципиент. Как правило, это близкие родственники первой и второй линии. Мать, отец, брат, сестра, двоюродные братья. То есть НК-клетки абсолютно спокойно применяются, и сегодня более 100 групп работают в этом направлении. Я привожу, то есть, наиболее активные. Второе. Можно ли использовать стволовые клетки? Мы провели большую исследовательскую работу и четко показали, и это было представлено вот в такой монографии, кто хочет детально может с ней ознакомиться. Это клеточные технологии в нейроонкологии, циторегуляторная терапия глиальных опухолей головного мозга. Ну, мы делали это на модели мозга, поскольку я, в общем-то, занимался именно этой проблемой. Но о чем я хочу сказать? Мы показали важнейший научный феномен. То есть вот на этом слайде мы видим, красным показана глиобластомная клетка, мультиформная глиобластомы, а с вот этим зелеными показаны гемопоэтические стволовые клетки, чужеродные. Мы видим, что в зависимости от количества времени, которое они находятся вместе, вот здесь 23 часа, вот здесь 26 часов, здесь 29 часов, через 48 часов идет обмен цитоплазмами этих клеток. И клетка блокируется. Опухолевая стволовая клетка не в состоянии развиваться, ее собственные стволовые клетки блокируют. При соотношении одна опухолевая клетка, две стволовые клетки, полностью блокируются все функции этой клетки. Мы это подтвердили не только на глиобластоме, мы подтвердили это на раке молочной, на раке легкого, на раке молочной железы. Вот здесь мы это демонстрируем. Вот это мультиформная глиобластома. Сейчас ведутся исследования на других формах рака. И вот я вам показываю, как это выглядит при здоровой ткани. То есть ничего подобного не происходит. Стволовые клетки никогда не повреждают здоровую ткань. Поэтому можно ли использовать чужие стволовые клетки? Можно, потому что они иммунно привилегированы и на них не будет реакции. Третье. Можно ли использовать аллогенные Т-лимфоциты? Да. Но вы скажете, может развиться реакция трансплантат против хозяина? Да, может. Но яд в больших дозах смертелен. Но яд в малых дозах может быть лечебен. Поэтому, используя малые дозы лимфоцитов, Т-лимфоцитов, мы выполняем функцию разрушения опухолевых клеток с одной стороны и активации собственного иммунитета. Мы заставляем его работать, мы иллюстрируем ему, мы ему показываем механизмы системной биологии, делая как я. Ведь вспомните, как листопад происходит. Именно принцип инструктивного апоптоза, когда листья видят, что происходит с группой других листьев, они начинают опадать все вместе. То есть мы пытаемся в течение определенного времени инструктировать собственные стволовые клетки, что они должны делать. Таким образом, у нас есть чужеродные клетки. Мы говорим, лучше, если будут это близкородственные клетки, потому что они не будут отторгаться, и многие из них действительно блестяще подходят к этому человеку, и они выполнят функцию того врожденного иммунитета, который нарушился. Вторая часть, мы говорим, давайте брать и собственные клетки, но модифицировать путем химической индукции. Здесь мы используем аутологичные дендритно-макрофагальные клетки, то есть вакцины. Мы используем на эти вакцины из собственных стволовых клеток, мы делаем цитоксические лимфоциты, которые придут, убьют и разрушат эти стволовые клетки. И мы можем сделать таргетный, молекулярно нацеленный препарат, стволовые клетки которого будут приходить и регулировать функцию опухолевых стволовых клеток. Поэтому все есть в нашем организме. Нам не нужна химия. Мы можем работать тем, что дала природа. И если это не работает у самого человека, мы возьмем это у другого человека, подберем донора по оптимальным признакам и применим это другому человеку. Итак, как же производить эти продукты? Первое. Биоматериалом наших
нашим материалом является легкий концентрат мобилизованных стволовых клеток. Технология отработана нами для лечения больных спинальных, порядка 15 тысяч человек прошло уже. Можно использовать эксфузат костного мозга донора-реципиента, например, для получения мезенхимальных стволовых клеток. Технологии также отработаны, используются уже много лет. Главное, как подобрать донора и реципиента. И здесь нам помогает генная технология. Мы можем по анализу HLA 1 и 2 типа подобрать больных НК-клетки, которые будут уничтожать опухолевые стволовые клетки вот этими KIR-рецепторами. И когда мы подберем этого донора, это достаточно сложная технология, высокотехнологичная, но ее сегодня прекрасно исполняют генетики и молекулярные биологи. Мы можем четко выбрать донора, клетки которого будут выполнять нужную нам функцию. Как получить аллогенные лимфоциты? Точно так же мы можем взять их из лейкоконцентрата и соответствующим образом, используя методы иммуноцитофереза, выделить НК-клетки, выделить Т-лимфоциты и собрать плазму. Сбор плазмы очень важен, я объясню для чего дальше. Из лейкоцитов самого пациента мы можем сделать мононуклеарных клеток, сделать, собственно, дендритные клетки. Это клетки, которые будут презентировать опухолевый антиген. Технология их выращивания достаточно ясна, и сегодня много существует книг, и наши партнеры активно, в общем-то, разрабатывают эту ситуацию. И мы видим действительно результаты этой работы. Также мы можем выбросить цитотоксические лимфоциты, которые сегодня также мы выращиваем на эти дендритные клетки, мы выращиваем из собственных лимфоцитов, выращиваем цитотоксические лимфоциты, которые будут убивать эту клетку. Также мы можем, вот мы показываем, как мы используем их совместное применение, и дендритные клетки, цитотоксические лимфоциты. Следующее ноу-хау, которое мы придумали, сами сделали, это и запатентовали, это транскриптом модифицированной аутологичной клеточной системы именно для регуляции опухолевой стволовой клетки. То есть, помните, я вам рассказал, что картируя белки, мы нашли определенный набор белков, которые не страдают в результате канцерогенеза. Весь мир нацеливает таргетные препараты на опухолевые стволовые клетки. Мы же себе сказали, нет. Давайте посмотрим, что осталось в этих клетках, что в них всех одинаково, что не изменил рак. И мы нашли ту матрицу, которую мы проанализировали и сказали, практически во всех раках не страдает 10 путей сигнальной трансдукции, которые, если заблокировать их, практически могут обеспечить, самое главное, клетка перестанет развиваться, пролиферировать, она перестанет делиться, и у нее не будет миграции. То есть мы практически блокировали продукцию. Поэтому мы решили идти не так, как идет весь мир. Мы решили пойти своим путем, что мы можем создать, чтобы наша стволовая клетка пациента была модифицирована таким путем химической индукции, с использованием химических веществ, которые мы называем пертурбогены, чтобы она стала вырабатывать нужный нам лиганд. Этот лиганд при взаимодействии с опухолевой клеткой блокировал ее функции. То есть мы говорим, что в природе все создано. Наша задача научиться это использовать. Таким образом, применяя молекулярно нацеленный препарат собственных стволовых клеток, но с измененным транскриптомным профилем, мы можем блокировать опухолевую стволовую клетку и не давать ей развиваться. Чтобы использовать этот пертурбоген и внести его в клетку, чтобы изменить, было очень трудно придумать технологию, потому что просто обрабатывать эти клетки этими химическими веществами достаточно сложно. Нужно было как-то быстро внести их в ткань. И была разработана технология, из той плазмы, которую мы получаем при лейкоконцентрате, обычно выбрасывали, мы получили экзосомы. И вот здесь мы показываем экзосомальную форму наших пертурбогенов, в которые мы помещаем путем электропорации, то есть электрического тока, мы помещаем нужное нам химическое вещество, и экзосомы – это те микропузырьки, которыми общаются клетки между собой. И поэтому, соединяя наш препарат с экзосомальной формой нашего препарата, мы практически сразу получаем молекулярно нацеленный препарат из собственных клеток
нашего пациента. Таким образом, получая обычным лейкоферезом этот препарат и обрабатывая его пертурбогенами, мы получаем, соответственно, нужные препараты. При желании мы можем из этого же лейкоконцентрата или костного мозга получить мезенхимальные стволовые клетки, которые мы можем использовать для блокирования и опухолевых стволовых клеток, и опухолевых клеток в целом. Таким образом, мы имеем целый набор клеточных препаратов, полученных и от донора, и от самого пациента. Сплошное импортозамещение. Нет препаратов, которые мы используем и покупаем на стороне. Почему это сработает? Потому что лейкоконцентрат, который мы вводим непосредственно в организм, формирует кластер. Кластер – это как бы определенная группа клеток, которые, вот, например, помещая их в правое полушарие мозга, а в левом сделав искусственно опухоль у животного, мы видим, как они стройными рядами достаточно быстро мигрируют. И вот мы видим по метилофлуоресценции, как из правого полушария эти мононуклеарные клетки, помеченные, двигаются в левое полушарие. Поэтому не надо думать за природу. Природа все сама решила. Вводя этот препарат, он всегда придет туда, куда нужно. Он идет на градиент концентрации воспаления. И этот феномен называется патотропизм. Он всегда прилипнет к опухолевой стволовой клетке, потому что это феномен клеточной адгезии. И он начнет воздействовать на него своими сигналами, которые будут блокировать его работу. Потому что мы это создали. Bystander эффект, эффект рядом стоящего. И, соответственно, он будет регулировать функцию этих клеток. Более того, мы можем помещать его непосредственно в опухоль. И вот мы показываем, что удаленном, там, где удален опухоль, можно помещать его в полимерные матриксы и вводить точно так же. Таким образом, алгоритм создания эквивалента искусственного противоопухолевого иммунитета, он складывается вот из группы чужеродных, аллогенных, но подобранных по HLA и KIR-рецепторам клеток, и также вакцин дендритно-макрофагальных с измененным транскриптомным протеомным профилем и биомедицинского протеомоснованного клеточного препарата. То есть мы заняли это место иммунотерапии, иммунорегуляции, используя клеточные препараты и воздействие на эти звенья. Еще раз, мы не исключаем хирургии. Мы говорим, да, нужно обязательно удалить опухоль. Глупо использовать спецназ против целой армии. Он будет уничтожен. Поэтому нужно максимально убрать опухоль. Нужно использовать возможности химиотерапии, лучевой терапии. Обязательно. Потому что вы подготовите почву. И когда вы не видите опухоль, это не значит, что ее там нет. И вот здесь-то и вступают в силу наши клеточные препараты, которыми мы можем существенно дополнить существующую терапию. Ну вот и все. Вот и вся стратегия.